Привет! У многих, наверное, вопрос. Лепка на рисовательном канале? Что? Но на самом деле одно другому не мешает совсем, знаю по себе, потому что в детстве очень любил залипать на это занятие и с уверенностью скажу, что помогает это художнику. Правда, в руки не брал шашек я уже лет 10, а точнее стеков с пластилином. Правда, вчера я попробовал что-то изобразить, вроде бы начинаю вспоминать. А сегодня я хочу попробовать слепить настоящий портрет ведьмака Геральта из Ривии. Не знаю, что у меня из этого получится, вы-то уже 100% в курсе, потому что превьюшку видели. В общем, начинаем. Перед тем, как лепить, хочу немножко про материалы рассказать, чем я работаю, авось кому-то пригодится. Первое и самое главное – это пластилин. Все в курсе про вот такой детский, что-то серьезное им лучше не лепить, потому что материал очень мягкий, слабо держит форму. А лично я в этот раз буду использовать вот такую классику – гамовский скульптурный пластилин. Он лучше держит форму, с ним приятно работать и цена более-менее адекватная. Ну а у кого есть деньги, можно поискать Monster Glay, этот материал еще лучше, хотя тут уже, наверное, дело вкуса. Чтобы профессионально работать с пластилином, нужен профессиональный инструмент. Например, вот такие стеки. Их несложно найти в магазинах для творчества или на AliExpress, и эти штуки очень помогают. Ну, в принципе, чтобы просто попробовать, можно обойтись и подручным скарбом. Скрепками, саморезами, иголками и самым простым ножиком из детского набора. И как пример, я постараюсь работать именно вот этим инструментом по максимуму, чтобы вас смотивировать немножечко. Ну а сейчас небольшой дисклеймер. Это видео не будет уроком. Процесс лепки под видео — это медитативная штука, поэтому я поменьше буду комментировать, ну а если эта тема действительно зайдет широкой аудитории, сниму уже именно урок. Кто за, пишите в комментариях за лепку. Итак, чтобы начать работу с твердым пластилином, его нужно сначала нагреть. Мне небольшой кусок нужен, поэтому фен отлично справляется. Ну а если надо много, лучше греть на водяной бане. Готовность можно проверить надавливанием. Получилось легко продавить, значит можно работать дальше. Сейчас подрезаю нужный кусок ножом и отламываю. Иногда после разогрева можно увидеть капли воды. Это нормально. Следующий мой шаг – делаю грубую заготовку под голову. Вспоминайте технику Лумиса. Сплюснутый шарик и челюсть. Эту форму нужно насадить на каркас, и у меня маленькая скульптура, поэтому хватит карандаша. Дальше делаю разметку пропорций. Опять Эндрю Лумис, привет. Дальше отрезаю фрагмент в районе носа и брови. Должна в итоге получиться вот такая заготовка. Надо прикрепить к вырезу нос, тоже заготовку, и я думаю, вы уже поняли, что главный принцип работы – это от простого к сложному. Теперь заготовку надо облагородить, придаю ей более анатомичные черты. Окей, сейчас уже можно и даже нужно заполнить пустоту глазами. Такой способ работы помогает лучше понять, как устроен глаз, и сделает его максимально грамотно. Волшебство состоялось!
Но пока что моя заготовка совсем не похожа на Геральта. Начинается более тонкая работа над портретным сходством. Пока что предварительная. Что ж, уже лучше, но пока еще не совсем то. Чтобы дальше поработать над похожестью, мне нужно добавить недостающие части. Сейчас работаю над шеей, обвешиваю ее необходимой мускулатурой. Второй элемент – это волосы. На модели я сделал разметку, и мы снова переносимся на второй стол. Упс. Такое бывает иногда с детским инструментом, поэтому лучше и удобнее использовать профессиональный. Сейчас я нарезаю много-много ломтиков. Это будущие пряди. Я решил имитировать прическу конский хвост. Сверху налепливаю несколько слоев лаптей. Для нижней части взял вот такую заготовку и дальше ее тоже облеплю. И это второй способ лепки волос. Третий способ работы над волосами вы видите на экране. Но это всего лишь заготовки, и их нужно облагородить. Как? Вы увидите через пару мгновений. Ну что, наконец-то у меня есть слитная модель, и теперь начинается очень долгий процесс мелкой доводки портретного сходства. В свое оправдание могу сказать, что везде Геральт очень разный, поэтому даже в конце у меня не вышло довести его до какого-то одного образца, хотелось от каждого рефа взять что-то лучшее. Во время этой работы мне даже пришлось делать серьезные правки, например, в глазах, но оно того стоило. Уши. Сейчас я их заканчиваю и хочу прокомментировать важный лайфхак. Я называю его парикмахер. Чтобы сделать реалистичные волосы, нам нужен тонкий целлофан и саморез. Пленка не дает острию оставлять борозды, и в итоге получается очень плавная текстура. Отчасти этот же прием я использовал для морщин и складок на лице, а потом для бороды.
Неожиданно, да? На самом деле я не хочу спалить свою работу. Бензин — это растворитель, он нужен, чтобы загладить шероховатости. И именно бензин для зажигалок не воняет, поэтому выбрал его. Очень хорошо эффект разглаживания вы сейчас можете увидеть на ухе. Моя работа подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось. Желаю всем творческих успехов и удачи!